Дамы и господа, привет всем, с вами Сэр Холмс, я продолжаю прохождение Morrowind, Tamriel Rebuild, это у нас, собственно, Tamriel Rebuild, континентальная часть Morrowind'а, я нахожусь на самом юго-востоке всех проработанных земель, какие тут только есть, близ Басморы, и исследую местную глушь. И это у нас то, что изначально было пещерой. Кстати, я тут вспомнил. Я вроде как хотел... А нет, я уже это изучил. Да, это было изначально пещерой, но, как выяснилось, пещера эта нас привела к руинам, занесенным вековой пылью, не знаю, пылью веков, к древне чисто данмерским руинам. Вот, и это оказалось интереснее, чем я думал. Вообще, на самом деле, чувствуется, что здесь проработки куда меньше, потому что эти части... Вот, кстати, выход. Эти части Tamriel Rebuild были сделаны намного раньше, чем последние, в которых я пребывал. Антирин, Old Vanguard, старый Vanguard, то бишь 4 утра, нормально. Вот, но эта пещера была весьма интересной, да. То есть, по сути, вот в нее вход на карте, а оказался я вот здесь. Это еще и как два разных данжа считаются. Вот, здесь еще есть одна пещера. Я вообще по квесту ищу пропавших бретонских рыцарей. Орден Восточного Яйца. Божечки, самое глупое название из всех, что я слышал. И они где-то сгинули вроде бы в пещере на север от Акаморы. Ой, от Акаморы, от Басморы. И, то бишь, где-то здесь, значит. Вот, собственно, я их ищу в этих краях. Так, это точно вход в пещеру? Это похоже на яичную шахту. Actually. Но, видимо, на какую-то неправильную яичную шахту. Судя по этому парню. Я даже не могу поднять эти яйца. Это похоже на бывшую яичную шахту. Не встречал до этого никогда скелетиков в таких позах интересных. Что с вами тут произошло, друзья? Ишь, почему яйца все заспойленные, так сказать? Я понял, это не квамовские, наверное, яйца-то. Ну, сейчас мы дойдем до причин всего. Ну, я для начала хотел бы вскрыть вот это. Так, у меня не осталось больше. Факел, кстати, мне без надобности теперь. Нет, вилок у меня больше не осталось. Я тут, кстати, поперезаряжал камнями душ с кадром. Как факел встал, интересно. Амулет медовых уст или как? Кстати, давайте я кое-что приготовлю. Я хотел зелье восстановления маны приготовить. Конечно же, коммуника и... У меня много очень морозных солей. Солей пустоты вроде бы. Да. Ой, не получилось. Так. Давайте соль пустоты в расход, пожалуйста. Отлично. Похоже, я нашел наших рыцарей. То, что от них осталось. Это действительно драконы тут были? Я что-то не верю особо. Так, сколько тут? Ладно, давайте я попытаюсь это перевести, так как это квест все-таки. Блин, или перевести нормально. Надо подумать, надо подумать.
В общем, да, я сделаю это правильно, друзья. Я отдельным видео сделаю красивый перевод. Подсказка у вас будет справа вверху. Но есть вероятность, что не сразу, вот не в моменте. Потому что это затрачивает довольно много времени. Во-первых, перевод максимально корректно, а я ж перфекционист. А во-вторых, озвучка. А я ж перфекционист. Но я знаю, что наверняка не все ознакомливаются с книгами, которые я озвучиваю, вот именно которые в ходе этого летсплея попадаются. Вот, кстати, я был бы рад, если бы вы в комментариях поделились, ну, кто читает, кто нет вместе со мной, то есть слушает, чтобы у меня было представление об аудитории. Я просто вкратце перескажу, что здесь описано. Это надо взять с собой. Вот, кстати, журнал обновился. Просто история того, как сформировался их орден. Семью главы ордена убили драгонлинги. Это чисто такое, знаете, что-то дагерфольское. Были там у них драгонлинги, которые как бы драконы, но не совсем драконы. Вот, и он стал мстить, короче. Свою жизнь посвятил этому. Надо еще осмотреться тут. И начал искать там в Двинныне, что ли, как уже забыл. Провинция, короче, Хайрока, единомышленников. Вот потом они сколотили орден, потом к ним пристал какой-то Данмер, говорит, у нас драконы есть на востоке. Они такие, о, на восток, Моровинд, это что вообще такое? Такие далекие страны, неизвестные, совершенно дичь какая. Ну, блин, туда же по-любому можно пролезть как-то. Вот, говорит, ну окей, пошли. Вот, и пошли они такие в Моровинд. Нашли пещеры с драконьими яйцами. И давай, короче, тут зачищать. Тут говорят, блин, какие-то насекомые тут еще их охраняют. И, короче, у меня сложилось впечатление, что... Ну, вы знаете, это довольно очевидно, что никакие это не драконьи яйца, а действительно, как я сразу подумал, яйца Квама. И эти дурни просто уничтожали несчастных Квама. Вот, они там разделились на 3 группы, и, короче, сначала одна не вернулась, потом другая, а потом этим на головы посыпались камни. А туда я, похоже, не пролезу уже. И, короче, это какая-то совершенно бесславная кончина получилась у них. Очень жаль. Но, видимо, это просто закономерность, что такие дураки не выживают в жестоком мире свитков. Что, кстати, в журнале написали? Несколько скелетов. Да, гнилые яйца Квама. Нашел рваный журнал. Да, еще почему я делаю это, озвучиваю, то есть и перевожу. У меня же есть эдакая обязанность теперь. Я официально, насколько это возможно в рамках фанатского проекта, среди переводчиков Morrowind Full Rest Repack. И перевожу иногда книжечки там рель-ребилдовские и Project Tamriel'евские. И похоже у меня просто испорчен квест по поиску воров в Пасморе. Потому что вот с Кисином нет, например, реплики поговорить про этих воров. Ладно. В принципе, это пока единственный квест, который прям так завален из-за, ну, наверное, переустановок модов, черт знает. Вот, значит, наш квестодатель Фернанд говорит, этот рваный журнал выглядит очень как старый журнал у Даравальда. Могу я взглянуть на него, друг? Да, это действительно про них. Но ты говоришь, что ты видел скелетов рядом? Полагаю, они погибли из-за обвала, о котором пишется в этом журнале. Но что особенно интересно для меня, это то, что последняя запись сделана год назад. А почему год назад? Более года назад. Я не понимаю, как они могли погибнуть так давно?
Ты больше ничего не заметил достойного внимания? Ну да, там 321 год, а на дворе-то у нас 427 же, да? То есть это больше сотни лет назад было. Больше года, говорит. Так, рассказать о яйцах Квама в пещере. Да нет, ты, должно быть, ошибаешься. Не может быть, что мы делали это все ради ничего. Фернанд делает паузу на мгновение, и затем вздыхает. Полагаю, это всего лишь неверная информация. Дело все в этом. Какое несчастье. Ну, как бы то ни было, я ценю твою помощь, друг. Возьми это золото. Но в обмен я бы хотел взять этот журнал. Они были близки мне. И это важно. А тебе он без толку все равно, я уверен. Блин, ну это очень все странно. Это все очень странно. Мне кажется, они помешаны. 400 страниц в журнале уже, кстати, в моем. Ну, вообще, может быть, дело действительно просто в некорректной информации какой-то. Может быть, у главы ордена были какие-то проблемы с летоисчислением. С ориентированием во времени, так сказать. Куда я дел свою скуму? Моя скума вся со мной, хорошо. А у вас деньги, друзья, восстановились? Восстановились, давай торговать. О, я, кстати, мог бы у тебя выкупить эбонит в обмен на скуму. Блин, где она опять? Ты не покупаешь скуму? Офигеть, ты пес. Ну ты пес, ну ладно. Так, давайте-ка по-умному все делать. Эбонит по-любому надо сбагрить сейчас же. Это ты тоже не берешь, да? Ничего. Ну да, только ингредиенты. Первым делом надо продавать тяжелые. Если опал, нет, опал такое. О, вот, например, вот так. Нет. Вот так. Нет. Вот так, да, идеально. И дальше по торговцам. Одно колечко сюда. Одну бутылку винища сюда в обмен на яйцо Квама, типа завтрак. Всю выпивку сюда. Алхимику. А вот это, пожалуй, самый богатый тут торговец. У них аж 1000 золота. И вот я ему продаю, короче, несколько свитков и амулет. Расщедрившись, продаю сюда одно такое колечко. Огненную сольку сюда. Один свиток вскрывания замков сюда. Смотри, не хочет. Дорого, да? И вот одну скуму сюда, как единственному, кто вообще ее покупает, на все деньги и на флин. Вот и, в принципе, тут все. Больше продавать тут некому. Мне кажется, можно было и побогаче сделать Басмору. И я хочу смотаться в Старый Бенгард, потому что пора завершать квест на поиск камней. И до меня только что дошло, что я мог не заморачиваться вот этой вот ерундой в Басморе и
продать все здесь. Ну да ладно уже. Я к тому же решил оставить себе сет доспехов Темного Братства, ну, потому что мне хочется. Я не знаю, кстати, скажите, у них больше вместимость магическая, чем у стеклянных доспехов? Типа зачаровать их получше можно или фигня все это? Так, ладно, раз уж я начал вот это все, я еще сюда продам что-то. Книги, ты же берешь книги, супер. И 2 мирские монеты, мне столько их не надо. Или надо, зачем я их только собирал? Не понимаю теперь. Почему не работают свитки призыва золотых святош? Ребят, может вы тоже знаете? Что с ними случилось у меня? Почему? Я ему уже 59 монет продал таких. Но мне правда они незачем. Ну, у меня есть несколько в коллекции, там десятков валяются, больше не надо, наверное. Ну, кстати, можно поучиться чему-то. Вот хорошая идея, да, обязательно, обязательно. Но давай сначала про проклятые камни. А, да, ты как раз вовремя. Я кое-что как раз хотел попробовать. Я изучил камни, которые ты мне принес. Я думаю, что я близок кое к чему. Я изучил следы магии, оставшиеся в них, и я полагаю, что я нашел путь обманывать Даэдра, чтобы они думали, что это их сокровище. Ну, типа, что у них украли их сокровища. Я думаю, что это может быть полезным для... Хватит болтовни, давай попробуем. Что делается? Нормально. Помогай! Хорошо, что у него отстойная дубинка. Сейчас бы я отлетел уже. Какого черта? Лорд Дримора просто. Манель попробовал что-то глупое и призвал злого лорда Дримора, который на меня напал. Но, к счастью, мы, да? Смогли его победить. Ага, мы. Мой. Этого не должно было произойти. Ты в порядке? Вот, возьми это зелье, это должно помочь. Я не думал, что призванный Дримора будет настолько агрессивным. Но, блин. Случайности такие происходят. И нам нужно продолжить исследование. Несмотря на то, что эта встреча была неудачная, она подкинула мне идею. Я думаю, что я действительно близок к чему-то большому. И мне и впрямь нужно больше... ну я и вправду найду больше интересных находок в течение недели. Приди и посмотрим. Да, продолжай, нормально, все. Не проблема, подумаешь, Дримора. Я уже взрослый. Замечательно, я приступлю немедленно. Увидимся через неделю. Я думаю, что у меня будет больше для тебя. И тебе это понравится, я уверен. Угу. Пойду-ка я, короче, выложу доспехи Темного Братства и все такое. Итак, вот снова мой схрон. Да, тут же у меня еще не проданные всякие штуки интересные остались. Даже бриллианты какие-то. Корень хамума валяется. У меня, кстати, один есть. О, отлично. Надо взять. Вот, доспехи Темного Братства. Кстати, только сейчас заметил, что они, видите, еще старые, типа old. Какие-то прям юник. И вот он, замечательный ключ от Аркнгтанда. Вот, кстати, мои монетки 2 мирские. Пусть будут здесь, Вот, ну и пойду, короче, продавать это все. Мне с ним уже не потренироваться, к сожалению.
Да, слушайте, что-то я не подумал. Надо было его остановить. Да, поверил дурню. Так, ну а что с ним делать-то теперь? Журнал не обновился, ничего. Ну, а вообще для начала, конечно, я его хочу залутать. Давай, все сюда, пожалуйста. Все. Да блин, ну так-то все ценное. А? Ну, оставим ему только одежду. Бриллианты проклятые. Это тебе ничего не понадобится уже. Давай за все мои страдания. Ну, в конце концов, я бы мог у него просто деньги забрать с его трупа. Так, ну, наверное, надо рассказать об этом Архимагу. Или коллегам. Что коллеги скажут? А ничего не скажут. Говорят, рад тебя видеть, какой прекрасный, чудесный день. Нет, не вставляй ключ. А, Холмс, ты дурак. Ты знаешь первое правило по поводу экспериментирования с опасной магией? Я знаю, что ты подбодрил Маниэля в опасных призывах до Эдра. Это могло закончиться куда хуже, поверь мне. Нам повезло, что он единственный, кто был убит. Маниэль заплатил своей головой, но ты, Холмс... Демотин? Он что, типа меня изгоняет, что ли? Тебе следует считать себя счастливым, что еще так мягок. В смысле, что значит demote? Понизили? Demote? Да, похоже, меня понизили. Слышь, повысь обратно. Блин. Ну и ладно. Ну и пошли вы. А квест-то все еще висит, что ли? Все еще висит. Слышь. Проклятые камни. Не упоминай их, Холмс. Никогда больше. Замечательно. Это самый просто квест боли из всех, что у меня были. Да, меня нормально поимели тут. Тоже, говорит, не упоминай мне об этом. Да чё я-то? Это все этот сам дурак. Какие все нежные. Да пошли вы, короче. Пойду я продавать вещи Маниэля. Но, конечно же, я не мог это оставить как есть и починил квест с помощью консоли. Вот что пишет журнал. Тут действительно почему-то не сработал, похоже, скрипт. И сработал он раньше времени, похоже. Не через неделю, как должен был. Сразу как я зашел. Кстати, вы знаете, может быть, если бы я не заходил снова в эту комнату, все сработало бы правильно. Ну, мы, наверное, проверим это на всякий случай, но в любом случае, раз уж я выбрал этот вариант, типа, да, продолжай исследование, все будет хорошо, мы бы в любом случае пришли к этому, что имеем. И соответствующая запись в журнале, вот, я нашел трупы Маниэля и 2 Дримор в его комнате. Полагаю, что что-то в его экспериментах пошло совсем не так. Маги этому не обрадуются. И на его теле был амулет, выглядящий очень могущественно. Но я думаю, что он проклят. Давайте проверим. Может быть, он появился.
Может быть, он появился? Нет. Ну, почему-то появились 2 бриллианта снова. Один из вариантов завершения квеста это то, что он дает 2 камушка. Ну нет, не 2, там 1 вроде говорят, драгоценный. Или просто камень какой-то тоже великий. Вот. Но вот, по сути, исход такой. Сейчас квест должен был завершиться. И, кстати, квест в Басморе тоже вот этот вот Company в Keep сломанный там на ограбление. Так, don't touch my gems. Да, он готов. Вот, ладно, сейчас я тогда поищу сейф последний. Попробуем этого избежать всего. Пришлось все переиграть заново с момента, как я читал журнал. Ну, я в итоге все продам, наверное, сейчас в Старом Эбенгарде. Я там в Басморе ничего почти не продавал. И смотрите, действительно, если ему сказать «продолжай исследование», выйти из этой комнаты и снова в нее, блин, зайти, он уже все отъехал. Хотя должна пройти неделя, по идее. Ну, он сам говорил об этом. Давайте так, подождем неделю, посмотрим, что-то изменится, не изменится от этого вообще. Если что, я опять просто журналом починю и все. Вот, ну и да, надо бы ему продать все свитки там, все дела. Да-да-да, продолжай, пожалуйста, давай. Заодно я у тебя тут потренируюсь, да? Так, что это у нас? Призыв, зачарование, мистицизм, сила воли, интеллект. Так, подожди, а что у меня по... Левелапам... Забыл управление. Так. Интеллект у меня на 100. Уже надо силу воли прокачивать. Да, давай, силу воли. Что там ты мне можешь предложить? Сила воли, это только мистицизм. Так, 3. По-моему, это было 4, да, сейчас? Давай еще. Чтоб уж как следует. Ну, вот. Так, я думаю, по-любому хороший будет модификатор при левелапе. Сколько времени у нас? 6 вечера. Так, давай торговать. А, у него, кстати, денег теперь, видите, сколько за мои все потуги. Давай вот сразу вот эти вот все великие свитки забери, пожалуйста. Рефлект. Эти я сохраню. А, вот зачарованный, кстати, он берет вещи. Отлично. Вот, возьми робу вот эту еще. Дурацкую. В принципе, все, да? Кстати, даже не торгует, несмотря на то, что у меня скума. Какой ты ж молодец, дядя. Так, давай половину обратно. Давай, сторгуемся. О, супер. Все, и, короче, сюда у меня путь заказан теперь, так что надо с этими тут сразу всеми порешать. Вот ты вроде берешь. Да, не зачарованные вещи. Замечательно. А, ну, блин. Это опять же лучше было продать тому модельеру или как там. А вот. Ей, пожалуйста, 2 мирские монетки. О, как она вообще без проблем берет с такими наценками. Скума. Давай, да. Скуму у меня никто покупать не будет, пусть здесь постоит пока это все время. На тебе бриллиант. Так. Все. Сейчас я пошел продавать это все дело. Постараюсь продать то, что продал уже до этого, и вернуться к вам, когда начну продавать новые вещи какие-то. Я вспомнил, что в гильдии воров оставил кое-какие штуки, поэтому зашел сюда продать вот это вот и заодно поужинать.
А забыл я там, кажется, что-то в убежище у них. Да, причем довольно много всего тут оставил. Это, кстати, надо утащить обратно в убежище. Это все продать. Просто 200 стрел, нормально. Драгоценности вот эти решил перепродать сюда. Решил пока не продавать тут доэдрический длинный меч, потому что тут, ну и так достаточно всего, чего можно было продать сюда. Всякого хлама сюда. Всякий хлам сюда, включая все оставшиеся 2 мирские монеты. И осталось всего ничего, я думаю, даже вместе с вами это сделаем здесь. Бриллианты, рубины. Изумруды. Я, наверное, даже расщедрюсь и просто все продам, несмотря на то, что у нее немного не хватает. Мне надо будет сходить выложить вот этот вот. А, ну подожди, кстати, дай-ка мне что-нибудь. 5 отстойных зелий, чем-то же надо мне лечиться. О, замечательно. Корень хамума я опять забыл забрать и... Главное не спускаться в подвал. Да, мне совсем плохо, я умираю. Корень хамума, да, сюда. Этот пусть пока полежит. Выложить, что я хотел? Заряд, смотрите, уже 3-й. 2 мирская взрывчатка. Прекрасно. Вот так вот. И зелюшки потихоньку пьем. Так, ну все. Осталось тут только отоспаться. А, кстати, а кто-то может меня чему-то тут тренировать еще? Ничего не знаю. Кстати, какой я сейчас парень? Непонятно. Ну, надо посмотреть. Так. А, чё, зачем я сюда пришел? А, тренироваться. Ты мне ничего не можешь натренировать. Так, какой я парень в гильдии магов? Я магик, собственно. Да, меня понизили действительно за то, что я допустил смерть. Ты сам у нас ученик. Ты у нас много болтаешь. Я с тобой поэтому не разговариваю. Так, все, ладно, спать. Спать бы. Да-да-да. Вот моя кровать. Тут типа ничего не лежит. О, можно, кстати, прям до раннего утра поспать. Да, что-то вообще... Сон меня уже не хиляет. Я настолько здоровый, что мне нужно спать много-много, чтобы исцелиться. Это, кстати, наверное, недоработка механики. Я бы так сказал. Вот, ну и все остальное, то, что тут при мне, пусть остается. Так, теперь давайте будем чинить Басмора. Поехали. Квесты Басморы. Итак, я починил с помощью консоли этот квест, смотрите, значит. Я вообще на самом деле со всеми говорил, о ком тут теперь записи внесены. Элджель, которая эльфийка, сообщила, что она невиновна и сказала, что прибыла сюда только ради друга. Кисин отрицает его вовлеченность в кражи. Упоминаю, что у него есть свои проблемы. Кстати, что так и есть. Он предполагает, что ответственные за кражи должно быть действовать в одиночку. Я расспросил Салмса, это священник в храме, про эти кражи. Он сказал, что они случались, когда он был один в храме. Хотя сам он не заметил, что какие-то пожертвования или вещи были украдены. Ну, он ничего не замечал, короче, не замечал. Воровали пожертвования и вещи, так. Я посетил семьи Годовин и Феррис. Семью Феррис, да. Они сказали, что кражи произошли в их особняке, пока их не было. Они отметили, что пропали золото и драгоценности. Но
какую конкретную вещь, на которой стоило бы сконцентрировать поиски. Как-то так. Здесь у нас еще темно, но я думаю, капитан стражи у нас уже не спит. Так, скорее всего, к нему добраться удобнее всего будет здесь. Да, по-моему, это единственная дорога. Я работаю над этим. Ладно, значит, квест сломан совершенно. Я просто хотел пройтись по всем стадиям этого квеста через консоль. И доложиться ему. Думал, что он что-то мне скажет. Типа, молодец, красавчик. Ну ладно. По идее, эта команда должна завершить квест. Журнал обновлен. Что пишут? Я посетил. Подождите, я забыл. Это последнее, да, надо было ее внести. Посетил семью Фарис. Нет, подождите, я это тоже все вписал. Я просто забыл. Так, а как там завершить-то? 60? 80? 100? О. Я доложил о всех своих находках капитану. Он сказал, что у него есть план. И мне следует быть готовым помочь ему в поимке вора. Ну и квест считается завершенным. Слушайте, может начнется сейчас другой квест? Ты готов услышать мой хитрый план, агент? Судя по твоему докладу, кражи обычно имели место, когда хозяева, по крайней мере один из них, отсутствовали. Наш вор, похоже, довольно тих и является оппортунистом. А что является лучшей возможностью для вора, чем не ограбление самой сокровищницы дома великого? Так случилось, что страж будет присутствовать или исполнять какую-то лекцию в поместье Динавен на 2 дня. В общем, он уедет. Я объявлю об этом в городе, что сокровищница будет не защищена. И поэтому закрыта, чтобы отпугнуть вора. Ну, как-то так. Не будет никаких стражей в святилище во время этого, в хранилище во время этого события. И это правда. Как бы то ни было, оно не будет совершенно беззащитным, потому что ты будешь его охранять. Поставили меня охранять сокровищницу. Если бы это произошло уровней 30 назад, это была бы ваша самая большая ошибка. Ну, когда я только прибыл, например, на континент. Встреться с Аравин Сарам в хранилище Индарил через 2 дня. Доступ уже близок. Доступ рядом. Через 2 дня? Так, рядом на деревянной платформе попадешь напрямик внутрь. Нет, попади внутрь напрямик в одиночку и до рассвета. Нет, да. Вор не будет ожидать, что посторонний будет внутри после того, как стражи покинули здание. Вот. Подожди до вечера и... схвати этого преступника, если и когда он или они покажутся. Очень сложно было. В течение 2 дней до рассвета.
Угу, отлично, интересно. Надеюсь, я не слишком рано сюда приду. Find a healer and stop bothering me. Your wounds should be treated. Find a healer. Мы редко видимся с нашим советником. Но это покажет, что он все еще думает о своих людях. Конечно же, это будет честью принять ее мудрость. Find a healer and stop Короче, я рано пришел, похоже. Ну, а может быть, этот квест тоже сломан. Короче, надо подождать. Или может реально надо через 3 дня? Ну, in 2 days это, по-моему, в течение 2 Our дней. doors are always open. Ну, как бы то ни было, было 5 утра у нас, когда это все началось. Давайте сохранюсь, наверное, под отдельным слотом даже. Кроватку возьмем. What happened to you? You should find me. Ну, например, 10 часов до 3 дня. И что будет? You seek information, Arcanian. What is Что this? это нам даст? Или реально через... Ладно, давайте тупо ждать. А потом, если что... Вот давай до 5 сначала подождем. Потом, если что, я загружусь и правильно подожду. Блин. Мой навык английского недостаточно хороший, к сожалению. Make it. Ладно. Так. 2, 4, 9 часов. Вот это ровно сутки. Make it. Красиво, красиво. Make it. И давай сутки еще. Ой-ой-ой, что это? Ну да, вот сначала пишут, что план возымеет действие завтра. И рассвет приближается, а я еще не вошел. А, вот ты где. Ага. Смотри, пошел. What is this regarding, Arcanian? Make Huh. it quick, Arcanian. Так, ладно, давайте тогда сейчас я это все сделаю корректно. А сейчас, кстати, по-другому произошло. Я последние несколько часов подождал тут прямо. И последняя запись в журнале не появилась. Типа, уже рассвет близится, я все еще не вошел. Он такой сразу. Итак, ты будешь ждать в засаде в коридоре. Не волнуйся по поводу того, что тебе придется стоять. Там есть кресло внизу. Я закрою дверь и... Это позволит тебе поймать того, кто сюда войдет, за руку. Пожалуйста, пройди внутрь. Стража покинет Басмору только где-то в 6 после полудня. Поэтому мы не ожидаем никаких проблем до этого времени. Не то чтобы я ожидаю какие-то проблемы после, но тебе, пожалуй, стоит оставаться начеку, начиная с вечернего времени. Ведь ты для этого здесь. Если у тебя есть вопросы,
тебе следует передать их приятному парню внизу. Чё, какому? Что происходит? А как ты тут оказался? Эй, что за дела? Ну? Неужто ты ожидал, что я оставлю тебя одного в хранилище, покуда стража ушла, чужестранец? Это единственно моя ответственность, чтобы присмотреть за сокровищницей. И это я и намерен сделать. Вообще, это означает, что я не смогу помочь никаким посетителям, нежданным или любым другим. Я полагаю, тебе стоит сфокусироваться на выполнении своей задачи, а я сфокусируюсь на своей. Интересно. Прикиньте, сейчас этот квест опять сломан и... Так, ловушка установлена. Все, что осталось, это подождать. Ух. Ничего себе, можно прям в кресле отдыхать. Так, ну погнали. Давай еще. Ты слышишь приглушенный звук, издаваемый от входа. Здрасте. Негодяй. Ты пойман. Сдавайся. Интересное предложение, но я должен отклонить его. Можно поблефовать, сказать, что ты в окружении. Он очевидно уверен в своих силах. Наверное, это тоже не сработает. До двери ты не доберешься, мол, сдавайся. Будь благоразумен, не сопротивляйся. И... Ну, короче, давайте вот это попробуем. Ладно. Хорошо. Ты поймал меня. Я не могу двигаться. Пришел капитан. Ничего себе. Что-то поймалось тут, да? Замечательно. Я знал, что все пойдет по плану. Баламус Артре? Вот это сюрприз. Ты приступил закон. Заплати что-то там двору или суду и отдай все украденные. Старые привычки. Давайте снова это попробуем. Учитывая... Нет, это все старые привычки. Давайте попробуем снова, он имеет в виду. Ну это знаете, по-моему... Цитата Стражи. Ну, вообще любой. Внутриигровой, когда она тебя, главного героя, ловит, да? Учитывая величину и вероломство твоих предыдущих поступков, мы теперь знаем, откуда твои ресурсы. Не правда ли? Сдача украденных товаров не приведет... Не даст тебе много золота, не правда ли? Нет. Оплата не будет даже вариантом. И, в общем, ты будешь отрабатывать свой приговор в исправительных работах, что-то такое, вор.
Я заберу его. Холмс, пожалуйста, встреть меня, ну, приди в мои апартаменты как можно скорее. As hell it was. Those boots on. Блин. Забавно. Что делается? Я не знал, что такое вообще возможно в Моровинде сделать. Как тут неписи перемещаются туда-сюда. Надо же. Вот этот только сломался, в конце концов, похоже. Смотри, скажи я красавчик. Прошу прощения, Аргонянин. Я должен напомнить тебе, что эта зона не публична. Если я не ошибаюсь, у тебя тут больше дел нет. Да, ты должно быть очень гордишься собой. Снова поздравляю. Еще что-то? Да, я знаю, что ты доволен мной. What is Ты this видал, regard, видал? Argonian? Неважно. Ну, это прошло на удивление May I гладко. help you? Ух, 300 золота, какое-то кольцо дозорного, смотрите. Баламус Артере уже отбывает свой срок. И я думаю, что мы можем сказать, мы решили нашу проблему с вором. Помимо оплаты за хорошо проделанную работу, пожалуйста, возьми это кольцо. Оно служило мне в прошлом, но я больше не при полевых, так сказать, работах. Тебе может пригодиться. Ай, красиво, хорошо. Надо же, квест починил и просто вырвал его у забагованности и выполнил. Хитрый план, да. Преступники предсказуемые, говорит. Ну, тут, конечно, да, мы это все. Ну, друзья, я думаю, лайк, подписка заслужены мною сегодня. Как я боролся с игрой в течение этой серии. Ух. С вами был Сэр Холмс, Morrowind Tamriel Rebuild, квесты Don't Touch My Gems и что-то там в Басморе. В следующих эпизодах, наверное, отправимся куда-нибудь на восток. Опять на восток. Дальше на восток. Вам спасибо за внимание и пока-пока.